Всем привет, меня зовут Валерия, и сегодня мы поговорим на тему, как познакомиться с японцем. Досмотри это видео до конца, если тебе это интересна тема, а также поставь лайк, подпишись на мой канал, ведь в моем канале будет очень много интересных видео. Меня зовут Валерия, и я проживаю в Японии с 2018 года. Есть несколько видов знакомств в Японии. Самое легкое знакомство с японцем – это если вы будете вместе с ним учиться, университет, колледж или школа. Тогда проще заводить новые отношения, общаться, заводить дружбу, а после она может перерасти уже в более взрослые отношения. Либо это могут быть общие знакомые. Например, вы можете быть знакомыми с каким-то человеком, который приведет на встречу своего друга либо подругу, и тогда вы можете познакомиться. Либо вообще поговорить со своими друзьями, если у них какие-нибудь свободные знакомые, которых можно свести вместе. Это один из самых быстрых и эффективных способов познакомиться с японцем. Еще один формат – это гоукон. Это когда вы встречаетесь, допустим, группами. 5 девочек, 5 мальчиков, там 4 девочки, 4 мальчика. Вы встречаетесь, например, в кафе или в ресторане и общаетесь друг с другом. Это весело и абсолютно не напрягает. Поэтому вы можете в такой свободной, легкой атмосфере найти новые знакомства, дружбу даже, товарищество или, может быть, даже работу. Ну, а также, конечно, на гоукон ходят те люди, которые хотят познакомиться и впоследствии, конечно, выйти замуж или жениться. В этот момент, кстати, нет такого, что этот человек с этим человеком должны общаться. Вы в группе вместе общаетесь, в общей группе. Вот как раз-таки тогда, когда вы начинаете общаться, возможно, уже тогда могут образовываться пары, которые будут общаться друг с другом. Если вы такого не находите пары, то вы можете общаться со всеми, кто присутствует на данном гоукон. Сдержанность и стеснительность японцев – это не просто часть их характера, это часть их культуры. Все начинается с детства, когда родители учат японцев не выражать свои эмоции, а также не сильно выделяться в обществе. Кроме того, исторически японское общество ценило грамотное выхождение из конфликтов и их избегание. Самурайские ценности и культура коллективного мышления до сих пор имеют влияние. Поэтому в японском обществе японцам крайне сложно иногда найти свою вторую половинку и завести семью. Второе – это знакомство на работе. Представьте такую ситуацию, вы поступили на работу и с каким-то японцем либо японкой у вас завязались романтические отношения. Это не такая редкость в Японии, но в этом случае стоит быть осторожными. Любая интрижка на рабочем месте – это очень негативно может сказаться на вашей дальнейшей карьере, поэтому подобные отношения часто остаются скрытыми. Но это одно из самых популярных мест, где вы можете найти партнера. Понятное дело, для этого нужно знать либо японский язык, либо английский язык. В большинстве случаев на работу принимают, если вы знаете японский язык и английский язык в том числе, то есть два языка. Поэтому, чтобы выйти на работу в японскую компанию, вам необходимо знать японский язык. Ну и, соответственно, для коммуницирования с японкой или японцем, которые вам понравились, с которыми у вас могут быть хорошие отношения, все-таки необходимо знать японский язык. Мало кто знает английский язык в Японии, это тоже стоит вам знать. Третьим вариантом, как вы можете познакомиться с японцем, это совместное увлечение, то бишь хобби. В Японии очень много клубов по интересам, будь то это каллиграфия, или это будет готовка кухни, либо какой-то третий вид увлечения. Когда вы чем-то заняты, когда вы увлекаетесь в каком-то клубе, то есть большая вероятность, что по интересам вы найдете схожего человека, который вам может понравиться, либо которому вы можете понравиться. И в этом случае вы можете найти какого-то друга, собеседника или даже партнера. Я несколько раз сама замечала подобные клубы по интересам, в основном готовку, кстати, даже в торговых центрах. Даже в торговых центрах вы можете найти такой клуб по интересам. Это будет отдельная какая-то комната, где они делают что-то. Например, я часто видела, как они готовят, допустим, лепят что-то, пытаются тесто замесить и так далее. И когда они вместе работают, допустим, парами, либо рядышком работают, то, конечно же, вы находите общий язык с этим человеком, потому что у вас как минимум одинаковое хобби. Ну и, соответственно, в дальнейшем это может перерасти в более интересные отношения. Но, опять же, для того, чтобы вы пошли в такое место, да, в такой клуб по интересам, вы должны знать японский язык. Это тоже одно из таких небольших правил, которые стоит запомнить. В одном из своих видео я говорила про то, что в Дон Кихоте, магазин такой, можно завести какие-то знакомства. Да, это так, на самом деле очень часто бывает, что в магазине, особенно распространенная почему-то практика, это именно Дон Кихоте, вы можете найти своего партнера. То есть вы можете, допустим, выбирать крема, либо ходить по магазину, выбирать какой-то товар, и к вам может неожиданно подойти какой-нибудь японец или японка и спросить, а как вас зовут, а вы из какой страны, и просто начать знакомиться, просто познакомиться, узнать, кто вы,
что вы, как вас зовут. Конечно, такие случаи происходят довольно-таки редко, но они все-таки существуют. И тогда, конечно, можно завязать какие-то общения, да, какое-то перейти, допустим, в Line, либо в другую социальную сеть, чтобы в дальнейшем общаться с этим человеком. То есть такое может быть, если вы, допустим, находитесь в общественном месте, в том же Дон Кихоте. Незаметно для себя вы можете найти себе друга, знакомого или даже пару. Опережая ваши вопросы, а можно ли мне подойти к японцу, познакомиться с ним? Можно, но вы имейте в виду, что все-таки японцы, они довольно-таки скрытные и застенчивы, поэтому они могут потеряться и ничего вам не ответить, даже если вы ему очень понравились. Поэтому, если вы наберетесь терпения, мужества и, допустим, решите попробовать, попробуйте, почему бы и нет, но не факт. Ребят, я не хочу вас, скажем так, направлять на такие вещи, которые могут не сработать. Все-таки в общественном месте знакомиться — это очень такая тема, которая может не сработать. Но это также она есть. Например, очень часто к девушкам-иностранкам подходят парни-японцы и пытаются познакомить. Это тоже часто бывает. Мой знакомый, допустим, нашел свою будущую жену-японку в баре. Кто бы мог подумать, он сидел в баре, пил, допустим, какой-то напиток, да, и к нему подсела девушка-японка, начали общаться, и так у них завязались отношения, которые уже более 5 лет. Каждый человек знакомится абсолютно по-разному. Есть также другие варианты, как можно познакомиться с японцем, если вы, к примеру, не знаете японский язык, или, допустим, вы на данный момент не находитесь в Японии. Я сейчас расскажу интересный вариант. Японцы — любители различных приложений, и, наверное, как многие из вас знают, есть некоторые приложения для знакомств. Распространенное в Японии — это, например, тот же Tinder или, допустим, Omiai и так далее. То есть их довольно-таки большое количество. На моей памяти есть несколько пар, которые познакомились именно через приложение Tinder. Ни в коем случае я сейчас какое приложение не пропагандирую, я просто говорю, какой опыт был у моих знакомых. Они познакомились там, в итоге они поженились, и сейчас у них прекрасная семья в Японии. Имейте в виду, что подобные приложения могут вызвать, допустим, некоторые негативные эмоции. Например, очень многие японцы также имеют и другой смысл знакомства с иностранцами. Тоже это имейте в виду и не бросайтесь сразу в объятия какого-то японца или японки, поэтому это очень такой момент, который вы должны самостоятельно обдумать и решить, как будет для вас лучше. Но всегда проверяйте таких людей, с которыми вы знакомитесь, вы, скажем так, внеочию, да, то есть в приложениях, либо в таких вот общественных местах, потому что вы не знаете этого человека, какой он имеет цель по знакомству с вами, это тоже неизвестно. Поэтому будьте осторожны с такими знакомствами. Ну и тем не менее, допустим, если вы все-таки решились на подобное, то очень грамотно отбирайте кандидатов. Как правило, в таких приложениях сидят люди, которые знают и английский язык в том числе. Некоторые даже знают русский, японцы. То есть у меня очень много пар знакомых, японцы, которые знают русский язык и спокойно на нем общаются. Такое тоже есть, поэтому это имейте в виду. Не обязательно здесь знать на 100% японский язык. Еще одно из таких правил: японцы все-таки, как я уже говорила, очень сдержанные, поэтому на первых порах они могут проявлять крайнюю сдержанность и, допустим, особую осторожность при общении с вами. Особенно если вы являетесь тем человеком, который начинает это общение. Поэтому не переживайте, это нормально. Если вы будете общаться в течение месяца, недели, 2-3 и так далее, то я думаю, что вы все-таки наладите общение и появятся какие-то дружеские отношения. Поэтому не отчаивайтесь, вы всегда можете найти каких-то знакомых, друзей японцев и японок, которые могут быть также в соцсетях. Ну а иностранцам не стоит отчаиваться, потому что есть масса способов, как я уже сегодня назвала, которые вы можете использовать для знакомства с японцем. Давайте подведем итоги. Первое — это школа, это какое-то образовательное учреждение, где вы можете вместе учиться. Второе — это все-таки какая-то работа, где вы можете найти какого-то знакомого, друга или даже завести романтические отношения. Но имейте в виду, это нужно делать очень аккуратно и скрытно от других сотрудников. Вы самостоятельно даже можете найти такое мероприятие GoCon. Я напишу, кстати, это название в описании к этому видео, и вы можете просто скопировать название и вставить его в поисковую строку, и, возможно, вам выдаст уже некоторые другие сайты, где такое мероприятие производится. Но тоже будьте аккуратны с мошенниками, которые могут использовать подобные встречи для каких-то мошеннических целях. Поэтому будьте очень осторожны, проверяйте сайты более внимательно. Следующим вы можете использовать те же социальные сети, такие как Facebook, Line и так далее, а также такие приложения для знакомств, как Tinder, о котором я сегодня назвала. Но тоже будьте внимательны с знакомствами в онлайн-режиме, потому что вы не знаете, что это за человек сидит, и не бросайтесь сразу на этого человека с просьбами встретиться и так далее.
Я думаю, что после месяца общения уже будет понятно, какая цель у данного человека. Ну и последнее, что я могу сказать, это все-таки какие-то кружки по хобби, да, какие-то кружки, клубы по интересам, которые, кстати говоря, являются одним из самых топовых вариантов познакомиться с японцами. Как минимум, у вас уже есть одно общее хобби, одна общая тема, о которой вы можете поговорить в свободное время. Но если вы чувствуете, что вам нужен японский язык прямо сейчас, и вам нужно общаться уже с японцами прямо сейчас, вы ищете такого преподавателя, то проходите по ссылке в описании к этому видео на бесплатную консультацию. Начни учить японский язык уже сейчас. Ну а я с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи. Джаны!